спустя полгода мы вернулись опять сюда. И тут даже осталась магнезия с моих прошлых попыток. Сейчас попробую вспомнить, как это было тяжело. Надеюсь, что что-то поменялось и стало легче. С этой трассой у нас знакомство произошло 3 года назад, когда я самый первый раз приехал в Джентуган. Здесь еще было не так много трасс в округе. Мы чистили всю реку, гуляли в новые места, искали что-то новое. Одна из новых стен, которую мы нашли, была как раз вот эта трасса, которая у меня за спиной. Тогда я посмотрел на нее. Ну, в общем, не сказать, что она меня впечатлила, но на ней сразу же проглядывалась сложная линия. Я сначала думал, что ну 8 какая-то будет, наверное. Там, не знаю, надо пробовать, посмотрим. В тот выезд я лазал много всего в реке, много всего в лесу, и к этой трассе подошел в самый последний момент, когда оставалось уже не так много времени до конца поездки, начал ее пробовать, и тогда я понял, что она намного сложнее, чем я себе представлял изначально, после того, как почистил. Трасса оказалась действительно очень сложной. Я тогда потратил где-то, наверное, 3-4 сессии, чтобы сделать все перехваты по отдельности. Я очень много времени потратил, чтобы придумать схему какую-то подходящую под меня, потому что был какой-то определенный набор зацепок, но я не мог никак понять, как связать их вместе, как сделать движение, как оставаться на стене. При том, что зацепки кажутся с первого взгляда хорошими, но как только ставишь ногу на стенку, то сразу же все тело у тебя очень стремится упасть. И очень тяжело сохранять все положения на стене. Поэтому там, ты не можешь там, отпустить руку, подождать. То есть ты должен постоянно двигаться, и только в движении можешь сделать какие-то связки. Собственно, это я понял за мой первый выезд сюда и первые дни работы на этой трассе. Следующую поездку я ехал уже с четким пониманием, что я хочу попробовать эту трассу. Я готовился к ней, тренировался, знал, что мне нужно, чтобы собрать. Потому что в первый выезд я смог сделать только 2 движения подряд. Во вторую поездку у меня получилось сфокусироваться в основном на этой трассе. Также я лазал много всего другого. Также были какие-то проектики, которые я параллельно лазал. Но уже после каждого дня отдыха я приходил сюда и пытался сделать связку из всех перехватов. Пробовал отдельно нижний старт, верхний старт, отдельно движение, завешивался с веревкой, чистил, придумывал что-то новое. И вот потихоньку адаптировал расклад. К середине поездки он у меня уже был такой утвержденный, я по нему четко работал, но мне не хватало сил, чтобы связать все движения опять-таки в одну целую линию, в одно прохождение. Лучшие попытки у меня были, я мог сделать 3 движения подряд, но когда надо было закидывать носки за край, у меня уже заканчивались силы и меня разжимало полностью. И для меня всегда было очень большим удивлением, что за 2-3 перехвата можно забиться из полностью свежего состояния в полностью мертвое. То есть все, там у тебя и пальцы уже там отказывают, и бицуха отказывает. Вот настолько было тяжело сделать 2 перехвата. В этом году я приехал уже целенаправленно только на эту трассу. То есть у меня также есть какие-то трассы, которые я лазаю, но это все уже совсем вторично. Я приехал сфокусированным только на нее. Пальцы нагружаются жестко, прям очень крепко держать надо. И ноги тяжело перекидывать. Но сейчас была лучшая попытка за 3 года. А есть еще нижний старт. Вообще не представляю, как с него лезть потом. Вот здесь там на таком пределе, вот когда с момента прыжка. И вот дальше все там на тоненького. Еще там хотя бы 2 перехвата добавить, вообще не представляю.
Нет, если я возьму эту штуку, то если меня совсем не разожмет, там сопли, то залезу. Добро пожаловать на трассу, Антоха. Я ничего не буду комментировать. Блин, флеш, потерял. Что-то там носок не работает. Это не ручка. Ну, конечно. Прям дико, да. Говорю, ощущение прикольное, что ты чувствуешь себя дном и есть куда двигаться. Давно такого не было. Вот. Я имею в виду готовиться прям в квадроме дома. Я, начиная, наверное, с конца, даже с середины прошлого года, усиленно готовился к Burden of Dreams. Я построил себе реплику, я ездил туда смотреть трассу. И я думал, что вот мне надо немножко потренироваться, и я буду готов ее собрать. В сентябре-октябре 2022 года у меня была форма, когда я чувствовал, что сейчас я могу делать очень хорошие попытки на Burden of Dreams. Я готов, у меня тело готово, пальцы держат отлично, нет никаких травм, много сил. Но, как вы знаете, в России ситуация была такая достаточно сложная. Закрыли границы, когда от моего дома до Burden of Dreams ехать где-то 300-400 километров по дороге на машине, то сейчас ближайший путь состоит либо через Норвегию, это 3500 километров, либо через Турцию самолетами. Ну, в общем, это сложно, дорого, и, соответственно, проект наш Road to Burden of Dreams пришлось закрыть, к большому моему сожалению. Но я продолжал тренироваться, я держал хорошую форму, я знал, что, может быть, у меня получится как-нибудь долететь туда на самолете, но пока что этот план такой слишком дорогой, чтобы его осуществить. Реплику свою я уже не тренировал, потому что нет интереса лазать реплику, когда не можешь попробовать оригинальную трассу, когда ты понимаешь, что у тебя нет возможности выехать в то место, где находится эта трасса. Меня это очень сильно расстроило, ну и вообще вся эта ситуация, которая происходит, меня очень сильно расстраивает. Но сейчас я понял, что мне остается только одно – это продолжать тренироваться, и самое главное, что у меня есть ради чего это делать. У нас есть проект на Треугольном озере, даже два проекта, очень сложные, которые будут категории там 8C, C+, 9A, пока не знаю, загадывать не буду. И я всегда знал, что будет вот этот проект, который у меня за спиной, что я готовлюсь к нему, я очень хочу его залезть. Я уже знаю, что нужно делать, я знаю, как к этому готовиться, я знаю, что мне необходимо, какая выносливость силовая мне нужна, какие упражнения мне для этого подойдут. Собственно, так я и тренировался. Я перестроил свой график с Burden of Dreams на вот эту трассу. Приехав сюда, в первый день я сделал все движения, я чувствовал легкость, но я решил не уставать, не забиваться и на следующий день уже свеженьким прийти и попробовать собрать. Собственно, так и получилось. Я пришел на следующий день и с первой попытки залез стоячий старт. Ну, как-то непросто. Что не перехват, то мучение. Блин, вообще прям идеально взять. С нее слишком дохера движух важных.
Так, не упади, пожалуйста. Я не хочу. Пережимать пришлось капец, пальцы прям гудят. Да. 3 года я пытался залезть, и вот это свершилось. То есть еле-еле вот достал до активника, и все, я там уже знал, что уже лучше палец пусть оторвется, но я оттуда уже не упаду. Знаете, вот мне было страшнее, чем ему. Предлагаю 1 плюсик в мою категорию, это там. Запишите. Я дал ему категорию 8С, и в голове все равно у меня было стойкое желание залезть снизу. Здесь у нас активничек такой острый, маленький. Когда залезал стоячий старт, я понимал, что я на таком пределе был наверху, что добавить к этому еще кусок, и каждый следующий перехват все будет сложнее и сложнее, потому что когда ты максимально свежий делаешь движение, это тяжело. А если ты хоть на чуть-чуть устаешь до того, как ты был свежим к этой точке, то шансов все меньше и меньше. Но я старался верить, внушал себе несколько дней, что это реально. Я приходил, пробовал нижний старт, пытался оптимизировать схему. Мне очень помог Артем Петраков, который придумал мне, как мне прийти из одного положения в другое. Как раз вот был небольшой пробел с перестановкой ног, который мне не давался, который я не мог разгадать. Я чувствовал, что разгадка где-то близко, но я ее не вижу, я не могу ее найти. Вот. Со мной пришел полазать Артем Петраков, он мне действительно очень помог, спасибо ему за это. И у меня сложились все пазлы воедино, и я начал работать уже на то, чтобы собирать трассу целиком. Начало работы с нижнего старта меня немножко взбудоражило и так взбодрило, потому что когда я долезал до середины, у меня уже все, силы, просто там шкала сил заканчивалась по нулям. И я пытался все придумать, как мне сделать так, чтобы свежее подойти. Я нарабатывал движения по отдельности, чтобы меньше уставать на них. Я оттачивал движение с трассы верхнего старта, максимально добавляя какие-то мелкие нюансы, чтобы максимально упростить себе схему. И в конечном итоге это сработало. Сегодня, после того, как я весь день гулял, искал новые камни, мы пришли сюда. Я сделал опять все движения по кусочкам, по 1-2 движения для разогрева. На всякий случай попросил Иру поставить камеру и пролез. Потерпи. Терпи. Ты можешь. Давай, терпи. Охуеть. Просто охуеть. Как это получилось? Я не сплю. Сейчас поможет. Поможет. Надо долезть. Да. Давай, спокойно. Все хорошо, давай.
Абсолютно. Сик. Поздравляю! У! Короче, я не верю своим вообще глазам, ощущениям и пальцам вообще. Мне кажется, что я сплю. Как-то все идеально пошло с самого начала, учитывая, что я сегодня пришел, весь день не лазал, чисто на разминочку сделал там все движения, передохнул там 10 минут и с первой попытки сегодня залез. Хоть под конец уже начало разгибать конкретно, и носок плохо лег, но... Короче, на огромных соплях, таких зеленых, жирных, но получилось залезть вообще, я пока не верю своим этим. Не верю, что это произошло. Это было как во сне каком-то, потому что у меня двигалось тело, у меня все зацепки держали идеально, все попадало в самые идеальные точки, превосходно держал каждую зацепку просто в идеальных местах. Таких ощущений я даже не испытывал, наверное, еще на этой трассе никогда. И под конец уже, когда я сделал все самые сложные перехваты, я понял, что все, здесь уже просто надо терпеть изо всех сил и не отпускать ничего, лучше у меня пальцы пусть оторвутся, а я останусь на стене. И когда я вылезал наверх, я, честно, не верил тому, что происходит, потому что я настраивался психологически к пролазу, но не был готов сделать это прямо сейчас, вот в эту попытку. Возможно, это мне и помогло, что у меня не было никаких отягощений в голове, что никакого волнения, никакого мандража. То есть я просто начал лезть и пролез. По категории я пока думаю, мне очень сложно сказать. Я лазал во многих частях нашего света и пробовал много сложных трасс. Скажу честно, что стоячий старт, вот этот, который 8C, это одна из самых сложных восьмерок C, которую я залезал. Я пробовал много восьмерок C+, таких как Эфира, где я сделал все движения в первый день. Я пробовал Off the Wagon сидячий. И все эти трассы мне показались действительно намного проще, чем вот это. Почему я не залез те? Потому что, как я вам уже говорил, что я не умею фокусироваться на одной трассе. Я приеду в поездку куда угодно, куда я бы ни ехал. У меня запланирован большой тик-лист того, что я хочу пролезть. И, как вы могли видеть по моим социальным сетям, что я всегда выкладываю список того, что я пролез, после того, как я возвращаюсь. И всегда этот список большой. Я не могу сфокусироваться на одной трассе, потому что мне интересно попробовать много и всего. И разного, и сложного, и легкого. Я часто залезал в восьмерки C за одну сессию, за две сессии. Так много времени, сколько на этой трассе, я, наверное, пока что еще не проводил нигде. То есть мне потребовалось 3 выезда, чтобы ее залезть. Это трасса, на которую я потратил больше всего времени. Это трасса точно, которая у меня отняла больше всего сил и энергии в момент ее прохождения. И часто бывает такое, даже на восьмерках C, что когда пролезаешь, думаешь, блин, да вроде не так уж и сложно. Здесь я пролез, и мне было сложно очень до последнего. Хотя все было наработано идеально. Я понимаю, что сейчас, если я дам категорию ей 9А, то наверняка многие скажут, что вот, ты не залезал ни одной девятки А, зачем, какого хрена ты говоришь так, ты не можешь судить. Но, в принципе, мне кажется, что я судить могу, потому что я пробовал девятки А, я пробовал Burden of Dreams, я пробовал несколько восьмерок C+, я залез много восьмерок C, залез восьмерки C+, и мне есть чем сравнить. Я могу сказать, что это точно следующий левел от того, что я пробовал до этого. И надеюсь, что я не ошибаюсь. Много кто пробовал уже из ребят эту трассу, пока что прохождения нет. Я искренне надеюсь, что когда-нибудь у нас наступит мир во всем мире и не будет у людей проблем, чтобы приехать сюда и попробовать полазать эту трассу и также полазать другие трассы в этом районе, потому что это новый район, и он удивительно красивый. Здесь много сложных, красивых, интересных трасс. Здесь очень красивая местность. Я жду и верю, что когда-нибудь этот район будет популярный на весь мир.